Привет! В четвертьфинал Лиги Чемпионов пробилось уже 4 клуба, а 4 места еще остаются вакантными. Надо отметить, что в ответных играх все перевернулось с ног на голову. 3 фаворита первых игр вылетели уже насовсем. Манчестер Юнайтед уступил в феврале на Олд Траффорд 0-2, в марте добился победы 3-1 в Париже, что вывело английский клуб в следующий раунд. Нужно выделить бельгийца Лукаку, который третий поединок к ряду делает дубль. Ах, сколько же его критиковали за долгую сухую серию. Первый свой мяч он успел провести аж на второй минуте. Видимо, на это был расчет Сульшера забить быстрый гол. В первом и втором мяче были детские ошибки вратаря Буфона и защитника. У ПСЖ отличился испанец Хуан Бернат, а решающее взятие ворот на счету Решфорда, который на 94-й минуте реализовал пенальти. Этот 11-метровый арбитр с камина решил поставить только после того, как воспользовался системой видеоповторов. Давайте вспомним, что во встрече не смогли принять участие такие футболисты, как Поль Погба, Неймар, Алексис Санчес, Марсиаль, Хуан Мата и другие. А вот Кавани появился на поле после замены. Таким образом, Пари Сен-Жермен прервал свой 8-матчевый победный отрезок, а вот Юнайтед отпраздновал 9-й выигрыш подряд в выездных матчах. Рома также одержала победу в первой игре 2-1, а вот во второй свела свидание к Порту к дополнительному времени, где и сдалась. Суарес и Морега отличились в основное время за португальцев. Для Муссы Мореги это стал 6-й гол в Лиге Чемпионов. За римлян отметился Де Росси с пенальти. Турецкий рефери Чакыр трижды прибегал к помощи системы ВАР. Один раз поставил с ее помощью пенальти, который стал для Ромы роковым. На 111-й минуте Телос успешно реализовал его. Порту в третий раз победил в истории итальянский клуб. Кроме февральского поражения, еще 3 встречи завершились с Ромой в ничью. Отмечаем на нашей схеме выход МЮ, который за счет выездного мяча прошел ПСЖ 3-3. Манкунианцы не были тут с 2014 года. Отметим и выход португальского Порту, который одолел Рому по итогам 2 встреч 4-3. Получается, что от Франции и Италии осталось всего лишь по одной команде. Кстати, знаете, кем они усилились? Подсказка на этот выпуск будет вверху. В четвертьфинал пробился еще один английский клуб Тоттенхэм. Выиграв первый матч 3-0 на Уэмбли, шпоры реализовали свой момент с помощью ошибки обороны. Кейн – автор мяча. Гарри лучший, но после этого гола стал еще и лучшим бомбардиром Тоттенхэма за всю историю Еврокубков. Колоссальное преимущество было на стороне хозяев поля, однако воплотить его в гол так и не суждено. Боруссия за последние 30 дней уступила уже в 4-й раз. Тоттенхэм же не проиграл на выезде впервые за последние 5 встреч. Испанская ассоциация лишилась второго клуба в Еврокубках. Напомню, что первым из Лиги Европы выбыл Бетис, вторым стал Реал. Сливочные обыграли в первом поединке на выезде Аякс 2-1. Но во втором матче голландцы продемонстрировали чудеса слаженной командной игры и одолели Мадрид 4-1 и выбили действующего обладателя кубка из турнира. Зиеш, Нерес, Шане и, конечно же, герой матча Тадич. Душан записал на свой счет гол и 2 голевые передачи. Всего у серба уже 6 мячей, а с учетом квалификации уже 9. Асенсио отметился за Реал. В конце матча получил красную и пошел отдыхать раньше остальных. За полмесяца это 4-й проигрыш клуба. Аякс же выиграл 4-ю игру к ряду, забив в них 17 мячей, в среднем 4 мяча за игру. Отмечаем выход Аякса, который выиграл противостояние у Реала 5-3. И отмечаем выход в 1/4 Тоттенхэма. Не хочу накаркать, но лондонцы уступили в последних 5 четвертьфиналах. Получается, мы увидели уже 3 камбэка. Своих соперников клубы узнают после жеребьевки 15 марта. Нам же остается узнать еще расписание следующих поединков. 12 марта Сити Шальке 0-4 и Ювентус Атлетико. 13 марта Барса Олимпик Лион и Бавария Ливерпуль. В списке лучших бомбардиров есть изменения. Левандовский имеет 8 голов. Тадич, Морега и Месси заколотили по 6. А Джека, Кейн, Крамарич, Неймар и Дибала по 5. Что может произойти с Лигой Чемпионов в 2021 году? Рекомендую узнать из следующего выпуска. Оцените этот. Услышимся!